Привет, дорогие друзья! Я Вадик, и сегодня мы поговорим о том, чем отличаются дорогие дизайнеры от дешевых. Это видео будет полезно и для фрилансеров, и для тех, кто работает в агентствах. И посмотрев его до конца, вы сможете стать более дорогим дизайнером. Я уверен, поехали! Начнем с самого простого, что чисто визуально отличает дешевого дизайнера от дорогого. Опытный дизайнер чувствует воздух. И как бы это просто ни казалось, первое, почему можно отличить новичка, это желание разместить все блоки и весь текст очень сжато. Дорогой дизайнер всегда немножко увеличит межстрочное в тексте, добавит расстояние между абзацами, а в списке с перечислением еще больше увеличит отступы между пунктами. Совсем уж перфекционист увеличит межбуквенное, но совсем-совсем немного. Рвать этим текст тоже ошибка. В заголовках, набранных заглавными, всего лишь на 1 пиксель надо увеличить межбуквенное, а в строчных на четверть пикселя. Все это можно подробно изучить в типографике Google Materials. Дальше. Опытный дизайнер не использует рыбу. Вы же знаете этот термин. Рыба – это образец текста, который используют вместо настоящего. Чаще всего это лорем ипсум. Этот текст используется уже с 16 века. Но это неправильно. Можно 100 раз говорить, что весь текст еще до начала работы должен быть предоставлен клиентам или написан копирайтером вашей студии. Но у меня не было такого, чтобы текст предоставили заранее. Вы же знаете, все обычно делают в последнюю секунду. И у вас может возникнуть соблазн использовать рыбу, лорем ипсум. Особенно часто он встречается в портфолио дизайнеров. Они нашли крутые картинки, взяли хорошие стили, подкрасили немножко, а на текст времени не хватило. Как минимум, вам нужно продумать заголовки, призывы к действию и так называемые хлесткачи. Это когда короткий текст с заголовком в несколько колонок. Если вы на этапе тендера и думать некогда, возьмите текст с похожих сайтов. Главное, чтобы не получилось «продающий дизайн по вкусным ценам, красиво и креативно создаем для вас дизайн». Это bullshit. Текст должен быть такой, чтобы читатель сам от вашего текста ощутил и вкус цен, и красоту, и креативность. Макет сайта с рыбой или плохим текстом, вне зависимости от оформления, создает ощущение плохой, дешевой, недоделанной работы. К тому же большинство современных сайтов и приложений крайне минималистичны. На первом экране может быть просто фото, текст и кнопка. Поэтому я рекомендую вам разобраться, как писать хороший текст. Один из вариантов попасть на стажировку – это удачно пройти курсы. И когда меня спрашивают, зачем там учиться, ведь дизайн можно освоить и самому, я согласен. Но курсы в известной школе – это один из способов познакомиться с будущими работодателями. Лучших студентов разбирают сразу, прямо на дипломе. А лучший способ выбрать подходящие курсы – сравнить их в агрегаторе, где честно указаны финальные цены, а не какие-то непонятные рассрочки. Ссылка на сайт-агрегатор, который использую я, будет в описании. Следующий момент. Дорогой дизайнер, в отличие от дешевого, доверяет клиентам, а не усложняет их жизнь. Ну, например, водяными знаками или запретом копирования. Я понимаю, что это утверждение спорное. Недавно был случай у Максима Каца. Он срочно заказал инфографику для своего видео у дизайнера. Было дешево, но клиенты никогда не спорят с исполнителями и не увеличивают цену. Это понятно. Каждый фрилансер сам решает, сколько стоит его работа. Так вот, дизайнер оказался начинающим и прислал свою работу с вотермарками, то есть с крупным текстом поверх всей работы. В итоге, выход видео, который ждали сотни тысяч зрителей, задержался, а дизайнер еще и обиделся, что его покритиковали за эти водяные знаки, и выложил личную переписку с клиентом в открытый доступ. Весь этот конфликт случился из-за 3000 рублей. Как вы думаете, будет ли Максим, который ежемесячно заказывает дизайн на сотни тысяч рублей, и дальше сотрудничать с этим фрилансером? Вопрос риторический. При этом сообщество моушн-дизайнеров встало на защиту водяных знаков, объясняя, что это совершенно нормальная практика. Но на самом деле на продолжительных отрезках времени выгоднее доверять, чем терять клиентов. Клиент, который вас хочет обмануть, все равно обманет, даже с договором. Поэтому лучше сфокусироваться не на том, а как же запретить копирование, а на выборе клиентов. Тем более в Figma запрет копирования – это уже платная функция. Понятно, что если вы нашли заказ в анонимном телеграм-канале,
то шанс остаться без денег очень высок. Поэтому, прежде чем начать работать, хорошо бы побольше узнать о клиенте, поискать его в соцсетях, посмотреть, может быть у вас есть общие знакомые в Фейсбуке или на LinkedIn. Если есть сомнения, что клиент вас может кинуть, лучше вообще отказаться от работы с ним. За последние несколько лет у меня было всего несколько спорных случаев, и то где-то тендер, где-то тестовое, а где-то задание кардинально изменилось, и я просто не успел сделать его по срокам. Не было такого, чтобы меня прям кидали. Дальше. Дизайнер, который много зарабатывает, обязательно отдыхает, даже если не хочет. Это называют модным словосочетанием work-life balance. Работать допоздна или взять задачу на выходные – это очень частая ситуация у начинающих дизайнеров. Мне раньше казалось, что вечером у меня прилив сил и даже какое-то вдохновение, а на выходных я могу сделать задачу, освободив себе время на понедельник, если я работаю на фрилансе. Так это не работает. Дорогие дизайнеры, которые сидят в офисе, обязательно заканчивают работу вовремя и кто куда. Мои самые успешные коллеги играли в музыкальных группах, занимались спортом, ходили в музеи, в театры или параллельно учились. Я не понимал, как у них хватает на это времени, ведь после работы чувствуешь себя как выжатый лимон. Оказалось, что наоборот, смена деятельности давала им сил для работы. На фрилансе чуть сложнее, как это ни странно. У вас нет начальника, но есть заказчики, и каждому из них надо побыстрее. Если вы не научились планировать свою работу и называть реальные дедлайны, всегда будет желание сделать побыстрее, отбиться от комментариев. Но за одними комментариями сразу будут следовать другие. Поэтому надо научиться планировать и работу, и отдых. Иначе все это ведет к выгоранию. Давайте поподробнее остановимся на планировании. Для фрилансеров это вообще основа. Без планирования вы не сможете эффективно выполнять большое количество параллельных проектов и при этом еще искать и новые заказы. Но при работе в студии планирование тоже очень важно. Когда я устроился на свою первую работу, я почему-то думал, что это менеджер должен все планировать и выдавать мне задачи порционно. Но на практике получается, что менеджер занят переговорами, сбором комментов и просчетом цен. Он чаще всего даже не в курсе, какие у вас есть проекты и когда по ним дедлайн. Именно вы должны вести календарь, а еще лучше диаграмму Ганта, чтобы в любой момент объяснить менеджеру свою загруженность. Для меня идеально подошел Notion. Хороший, дорогой дизайнер всегда думает о конечном результате, а не о том, как побыстрее сделать задачу. Менеджеры агентств и менеджеры со стороны клиентов перегружены. У них огромное количество встреч и согласований. При этом редко, когда бывает отдельный выделенный менеджер на дизайн. Я такого не встречал. Поэтому вы можете получить на первый взгляд глупую задачу. Скажем так, прошедшую через испорченный телефон. Нам нужно нарисовать 7 красных линий, строго перпендикулярных, и некоторые зеленым цветом, а некоторые прозрачным. Вы можете это сделать? Нет, я боюсь... Давайте не будем торопиться с ответом, Андерсон. Задача поставлена, и ее надо решить. В конце концов, вы же эксперт. Если меня просят нарисовать картинку, баннер, например, я всегда уточняю, где он будет показываться. На сайте баннер часто перекрывают текст или кнопки. Если меня просят сделать анимацию, я тоже спрашиваю, а какие требования, где это будет использоваться. Например, в торговых центрах есть экраны размером несколько метров, и клиент хочет туда побольше всего запихнуть. Но разрешение у них очень низкое, каждый пиксель размером с палец. Это просто лампочки, и уместится там максимум пара строчек текста. Или мне сегодня написали, что верстка на сайте полетела из-за моего дизайна, потому что, я цитирую, разрешение сторон 4:3, а надо 16:9. И как бы все это глупо не звучало, надо самому все перепроверять и разговаривать с клиентом, объяснять, в чем проблема. Я думаю, это основное мое умение, которое привело меня к хорошему доходу. Дальше. Дорогой дизайнер работает без ТЗ. Я понимаю, что это очень спорное утверждение, но позвольте объяснить. ТЗ – это техническое задание, и на всех курсах нас учат, что именно с него должна начинаться работа. Именно на его основе дизайнер оценивает свою работу в часах и в деньгах. Но есть небольшая проблема. Во-первых, написание ТЗ – это тоже работа, ее тоже кто-то должен делать. У студии она стоит где-то 10% от стоимости сайта.
то есть от 100 тысяч рублей. Во-вторых, чтобы студию выбрали, она должна победить в тендере, то есть нарисовать главную и внутренние страницы. То есть даже студии начинают работать еще до того, как получили ТЗ. Что уж говорить о фрилансерах. К тому же ТЗ особо не раскрывает пожеланий клиента по поводу дизайна. Обычно это очень сухой документ, в котором описано количество страниц, количество адаптивов, технические требования к серверам и прочее. Поэтому студии имеют другой документ, на основе которого начинается работа. Это бриф. В нем описаны пожелания заказчика, примеры сайтов, которые нравятся, пожелания по цвету. Но используя бриф, можно допустить одну очень большую ошибку. В интернете есть огромное количество этих шаблонов с брифами. Обычно они расположены на сайте студии в разделе заказа. Но я вам открою один секрет. Большинство заказов студии получают через закрытые оплачиваемые тендеры. Заказ через форму на сайте для них не приоритет и скорее барьер, чтобы отсеять совсем уж мелких клиентов или запрос цен от конкурентов. Но как же они работают со своими настоящими клиентами? Чаще всего бриф заполняет менеджер студии, общаясь с заказчиком. К тому же со стороны крупного клиента тоже менеджер. Это его работа — отвечать на вопросы и выбирать подрядчика. Поэтому, когда начинающий дизайнер на фрилансе присылает пример своего брифа, а это фактически лист с вопросами, он не решает проблемы клиента, а создает новые. Можно много шутить на эту тему и говорить, что клиент глупый и ленивый и вообще недостоин работать с вами, если не может заполнить простой бриф. Но всегда найдется дизайнер, который на основе этого брифа сам опросит клиента, обговорит детали, сам его заполнит и заработает на этом больше. Настолько, что вы даже удивитесь, а что, так можно было? Да, клиенты готовы платить больше за решение их проблем и за отсутствие головной боли. Короче, за сервис. Ну и в конце мы переходим к самому важному. Как мы уже разобрались, дизайнер — это не просто какой-то помощник менеджера или прокладка между клиентом и фотошопом, а специалист, который оказывает услуги, то есть предоставляет сервис и заботится о его качестве. Дорогой дизайнер, если нужно, может вытащить картинки из Word, PowerPoint, превратить растровый логотип в векторный, может растянуть картинку в 3 раза без потери качества, или даже, о боже, принять комментарии голосом, а не текстом. Все эти страшные вещи дизайнер делает за отдельные деньги. Говорят, что клиент всегда прав. Это тоже спорное утверждение, но если клиент готов платить, то почему бы и нет? Многие скажут: не, мне клиент не заплатит больше, мы и так с ним еле договорились о цене. А вы пробовали сказать, что из-за работы на выходных или всяких неудобств с исходниками ваша работа будет стоить дороже? В этой ситуации вам либо сразу пришлют нормальные материалы для работы, либо задача станет не такой срочной, либо клиент согласится и заплатит больше. Спрашивайте клиента, не бойтесь выставлять доп-косты. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!